Всем привет, меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это третья часть видео мастер-класса по вязанию шарика из простоквашино. Вяжем ручки. Берем плюшевую пряжу бежевого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду провяжем 8 прибавок подряд. Провяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали. Новый ряд можно отметить маркером. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. С 3 ряда по 5 включительно. Провязали. Следующий ряд 6. В этом ряду вяжем так. 2 столбика без накида. Плюс 1 убавка. Провязываем 2 петли вместе за передние стенки. Повторяем так до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 7. В этом ряду вяжем так. 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Далее вяжем 1 убавку. Повторим такую комбинацию еще один раз. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 10. Последнюю убавку в этом ряду мы не довязываем до конца. На ней мы будем переходить к пряже основного цвета. Итак, вяжем последнюю убавку в этом ряду, не довязываем ее до конца. Берем пряжу коричневого цвета и довязываем ее. Провязали. Далее бежевую пряжу можно будет отрезать, завязать на узелочки и спрятать вовнутрь ладошки. Следующие 16 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. С 8 ряда по 23 ряд включительно. Провязала пару рядов и вспомнила про наполнитель. Лучше на раннем этапе наполнить ладошку наполнителем, наполняем ее средней плотности, чем это делать, когда ручка будет полностью связана. Это не совсем это будет удобно, так как ручка длинная. И далее ручку наполняем до середины. Вот у меня первая ручка уже готова, и вот я ее наполнила до вот этих вот пор. Вот, а дальше ручку не наполняла наполнителем, чтобы она лучше прилегала к туловищу игрушки. Провязали, наполнили наполнителем. Далее провяжем еще один столбик без накида, для того, чтобы равномерно сложить вязание пополам и провязать вместе. Вяжем вот эти вот 2 ряда вместе, вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3. Крайний столбик вяжу крючком меньшего размера, чтобы он был более аккуратный. На конце у нас 3 петли, заводим крючок в 2 петли, которые находятся друг напротив друга. Далее протягиваем рабочую нить, подхватываем крайнюю петлю беспарную. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Протягиваем рабочую нить, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь ручки. Маркер тоже уже убираем. Далее вышьем вот такие вот полосочки, визуально разделим ладошку, чтобы она не была сплошной. Для этого нам понадобится швейная игла с большим ушком, кусочек пряжи основного цвета, и далее следите за моими руками.
Одна ручка, верхняя лапка у нас готова. Вторую вяжем точно так же. И переходим к вязанию ножек, туловища и головы одной деталью. Берем плюшевую пряжу бежевого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 7 прибавок подряд. И итоговое количество петель должно получиться 14. Провязали новый ряд, можно отметить маркером. Следующий ряд третий. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда, и итоговое количество петель должно получиться 21. Провязали следующий ряд четвертый. В этом ряду вяжем так: 6 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5, 6 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали следующий ряд, пятый. Этот ряд мы вяжем за задние стеночки петель. Вяжем 24 столбика без накида. 1, 2, 3, 23 и 24. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд шестой. Этот ряд мы вяжем без изменения. Вяжем как обычно за обе стеночки петель. Вяжем 24 столбика без накида. Провязали новый ряд, отметили. Следующий ряд седьмой. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Далее вяжем 8 убавок подряд. Первая убавка, вторая убавка и 8 убавка. До конца ряда вяжем 4 столбика без накида. В этом ряду у нас должно получиться 16 петель. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд восьмой. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Здесь мы вяжем 4 убавки подряд. Первая убавка и четвертая. До конца ряда вяжем 4 столбика без накида. Последний столбик не довязываем до конца. Его мы будем довязывать пряжей основного цвета. И в этом ряду у нас должно получиться 12 петель. Итак, последний столбик не довязали до конца. Берем пряжу основного цвета и довязываем. Отмечаем новый ряд. Провяжем здесь первый столбик без накида, зафиксируем хорошенечко пряжу, и теперь можно будет бежевый цвет пряжи отрезать, завязать на узелочки, спрятать вовнутрь стопы, и стопу еще наполним наполнителем. Наполняем стопу средней плотности. Продолжаем наше вязание. Следующие 9 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида.
с 9 ряда по 17 включительно. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 18. В этом ряду вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Рабочую нить слегка вытянем и отрезаем. Я этого делать не буду, так как это уже у меня вторая ножка. Вот она первая. И сейчас мы с вами вышьем вот эти вот полосочки на стопе. Итак, берем иглу с большим ушком, небольшой кусочек основной пряжи и далее следим за моими руками. Итак, все полосочки вышиты. Кстати, этому песику второму на стопах я вышила по 4 полосочки, вот эти вот. А первому песику я вышивала 3 полосочки. Но мне кажется, когда 4 полосочки, так лучше смотрится. Итак, продолжаем наше вязание. Первую ножку связали, в 18 ряду провязали мы 5 столбиков без накида и рабочую нить отрезали. Далее вяжем вторую ножку точно так же, только в 18 ряду мы вяжем не 5 столбиков без накида по второй ножке, а 11. Итак, 5 я провязала, вяжу еще 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, плюс 5 первых столбиков без накида. Итого в 18 ряду по второй ножке мы провязали 11 столбиков без накида. Далее вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Берем первую ножку, подхватываем ее за петлю, петлю затягиваем и соединяем со второй ножкой. Далее вяжем по первой ножке, вяжем 7 столбиков без накида. Маркер первой ножки, он также остается. Далее будет отмечать новые ряды. Маркер второй ножки можем снять, он нам больше не понадобится. Провязали. Снимаю маркер второй ножки. Вот эту вот пряжу, хвостик нужно будет зафиксировать узелочком на любой стеночке подходящие петли и спрятать вовнутрь ножек. Следующий ряд по счету у нас 19. В этом ряду вяжем так. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 столбиков без накида по ножке. Далее вяжем по цепочке. Для начала заводим крючок в место соединения цепочки с ножкой, протягиваем рабочую нить. Далее, так, смотрим, чтобы у нас тут не перекрутилось ничего. Далее подхватываем стеночку петли по цепочке, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Это мы делаем для того, чтобы при наполнении наполнителем в этих местах не образовались ненужные отверстия. Далее подхватываем вторую петлю за стеночку по цепочке, вяжем столбик без накида. Подхватываем третью петлю за стеночку
по цепочке, вяжем столбик без накида. Далее подхватываем стеночку 4 петли по цепочке. Подхватываем рабочую нить, протягиваем ее сквозь эту стеночку. Далее заводим крючок в место соединения цепочки с ножкой, там, где уже у нас был подъем цепочки. На крючке у нас 3 петли, провязали вместе. Далее по ножке вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 11, 12. Далее вяжем по цепочке. У нас остались незадействованными в вязании стеночки петель. Вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Далее вяжем по ножке 7 столбиков без накида до конца ряда. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 32. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 18 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 32 столбика без накида. С 20 ряда по 37 включительно. И продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить 4-ю часть видео мастер-класса «Шарик из Простоквашино». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!